Всем привет, это GBC, и сегодня у нас будет такая игра, которая называется Evochron Legends. Так, это такой типа авиасимулятор, только космический. Наподобие Wing Commander, там этих StarWraith всяких. Ну давайте начнем. Воу, нихуя себе. Так, и сегодняшняя серия у нас тренинг будет. Так, давайте посмотрим заставочку. StarWraith 3D Games. The time had come for us to leave our home. We settled new worlds throughout Evochron, but we were not prepared for the danger that awaited us. The Venari had remained hidden for decades. Then the attack came without warning. They destroyed an entire planet, the renegade homeworld in rift space. Many of us have joined the Alliance in the war against the Venari. Legends will rise. The battle for Evochron has begun. Evochron. Короче, какие-то пидорги хотят напасть на Землю. А мы должны защитить ее, так? У нас будет свой космический корабль. Будем стрелять и уничтожать. Ух ты! Что нам сделать? Ой, что я сделал? Хер знает. Ну давайте тренинг. Basic Flight Control. И что надо сделать? Так. Угу. Такс. Вот видите, вон маленькое изображение. Это кабина пилота. Так, 24, как же долго. Долго грузится, долго. Evochron Legends Loading. Я вообще не фанат таких вот игр. Кстати, я помню, в последний раз играл еще давным-давно на Сеге в МиГ-29. Все. Да, там то же самое. Вот эта приборная панель, такая же, как в МиГ-29 на Сеге. Конечно, графика получше. Но все же. For this first session, we'll cover flight basics. The default flight control will be set to the mouse if no joystick or gamepad is detected. You can also change the control setup as desired in the options menu. Let's start with velocity control. If you're using the mouse for flight control, use the wheel to adjust the velocity setting, or the 1 to 0 keys to set it by percentage. Plus and minus can also be used to trim the velocity setting. You'll notice the VEL indicator will reflect whatever level of velocity you select. Increase your velocity setting to above 900 now. Так, ну что же, вот наша Земля. Красиво, да? Подождите, я хочу вот эту херню посмотреть. Ну-ка. Воу, как прикольно. Красиво сделано, ничто не скажешь. Вау, так, я вот это делаю мышкой. Тихо, 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 остановись. Так, стрелки ВАСД. W, A, S, D. Что еще? Е. Чего Е делает? Ой, это я на Q нажал. Чего? Эй! Ну-ка. Тихо. Так, какое чувствительное управление мышкой. Так, тихо, там что-то есть, что ли? Так, ой, тихо, блядь, не забывай, что мышкой надо. Так, вот это наша база на Земле. Так, это левая кнопка мыши, а правая? Ну, на самом деле, правая там тоже какими-то ракетами стреляет. А здесь почему-то... Воу, что за глюки пошли? Что за глюки? Да подожди ты, я хочу облако посмотреть. Туманность какая-то. И полетели вокруг своей... Тихо, там что-то было. Тихо. Или у меня глюки? Подожди, что там? Да хорош. Ой, это луна, что ли? И бахкало тихо. Как будто видели, взрыв какой-то был.
Они, видать, сначала на Луну, наверное, напали, эти пидорги. Ну чё, куда? Куда рванем? Так, тихо, туманность. Туманность красиво, да? Так, земля. Люди, нате вам по Америке. Чего энерджи? Что это значит? Интересно, вот это наверху крутится, видите, 90, 125. Это, наверное, градус поворота, что ли? Да. Уи, его знает. Так, тихо. Угу. Ну, это мы просто на месте крутимся. Ничего особенного. Правда, какая красивая зеленая туманность. Туманность Андромеды, наверное, я не знаю. Так, что еще есть? Чего там наверху написано? Non-jump. Автопилот. Тихо, тихо, остановись. Ух ты, смотрите. А вот если на стрелки жать, смотрите. Оп, видите, кабина поворачивается просто. Это можно, короче, то же самое, что и мышкой. Прикольно сделано. Так, смотрите, ага, внизу. Внизу у нас на приборной панели реверс. Мы крутимся вокруг какой-то определенной... Это что за херня? Что это было? Какая-то звезда бахнула, видели? Вон там. Клево. Клево, космос живой. Смотрите, сколько звезд. Да хорош такую хернотень показывать. Ой, Луна. Бахнем Луну. Патроны, кстати, кончаются. Видели? Вот удар-то, помните, в интро мы видели? Удар пришелся вот сюда, и вся Луна до свидос. Тихо, там что-то было? Тихо ты. Для меня глюкануло, здесь что-то красное было. Так, и в общем... Я не фанат таких игр. Ну так, конечно, пару раз можно полетать. Пидоргов всяких пострелять. Которые запланили всю планету нашу. Так, ну что же. Давайте еще раз там посмотрим. Ой, тихо. Давайте далее. Эй, какой прогресс, блядь. Так, посмотрим дальше. Тренинг. Второй базик. Это мы только что были. Cockpit Displays and HUD. Не знаю, что это значит. Я не знаю. Я хочу еще раз напомнить, это всего лишь мы сегодня тренируемся. Посмотрим все локации тренировки. Так, Evochron. Я не знаю, что такое Evochron. Может, это планета какая-то. Может, вообще не Земля даже, а вот это вот Evochron. Что у нас тут пишется? Я ни хрена не понимаю, что там пишется. Написали по-французски, я бы еще понял. Давай быстрее, ты ёпарасотейк. Ну, космическая игра, давай. Так, That completes the flight training section. We'll cover ship systems next. Combat, environment, and status information is projected onto your helmet's visor as a heads-up display, and on the 3 cockpit displays. The lower left cockpit display shows your ship's status, providing information on damage, speed, energy, weapons, altitude, gravity, and fuel. You can increase power to shields or primary weapons by using the default left and right bracket keys. The energy slider will change position to indicate how much power is given to each system. Increasing power to a system will improve its recharge rate and effectiveness. More resistance for shields and more shots for primary weapons. Managing energy will become very important as you start upgrading your weapons and shield systems. The middle cockpit display is your 3D radar. It provides direction information on objects in space. Green dots indicate friendly ships, bright yellow dots indicate moderate ships, and red dots indicate hostile ships. When red dots appear on the radar, a warning sound will help bring the threat to your attention. Blue dots indicate stations, medium yellow dots indicate inbound missiles, white dots indicate nearby cargo, and purple dots indicate unknown or miscellaneous objects. The dots include an attached line that points away from the center of the radar sphere, which helps you determine if an object is behind or ahead of you. The white-blue highlight box in the middle indicates the front of your ship, so you can fly toward an object by bringing its corresponding dot into the box. Directly above the 3D radar are the lateral and vertical speed gauges.
The display at the lower right of the cockpit shows details about the ship you are currently targeting. To target a ship, simply use the mouse pointer to click on it when it's in your visual range. You can toggle between ships in the area with the default T key, or use the default R key to target the closest ship. Alt-T will toggle between hostile ships in the area, while Alt-R will target the nearest hostile ship. Once you've targeted a ship, its shield level, speed, threat level, class, and orientation will be shown on the display. If you've installed a cargo scanning device on your ship, you'll also see what's in the ship's cargo bay. The center of the HUD is your gun sight. The outer rim of the gun sight indicates the limit of where you can obtain a missile lock and have your primary weapons automatically aim at a target. Primary weapons use the multi-directional tracking system, or MDTS, to automatically lead a target based on speed, distance, and direction. The target must be in range and within the outer rim of the gun sight for the weapons to hit successfully. The farther away a target is, the more time it will have to evade the gunfire. If you want to aim manually, you can press the default L key to turn the MDTS system off. A missile lock is obtained by keeping a target ship inside the outer rim of the gun sight for a certain period of time. The range and time it takes to obtain a lock will depend on which secondary weapon is being used. Some secondary weapon types, such as fulcrum torpedoes, don't require a missile lock and just fly in a straight line. You can toggle between secondary weapons in flight by pressing the default semicolon and apostrophe keys. Practice firing at this drone target, marked as a red threat level, until it's destroyed. Сука! Как в него попасть-то? Где ты, урод? Иди сюда, ты стоишь. Ага, блин. Куда? Добить гада. The display at the top of the HUD includes the compass and console buttons. There are three main consoles that you will use to travel and conduct business. The first one is the navigation console, which can be opened by clicking on the first button at the left of the top display, or by pressing the default F1 key. If you are using the mouse flight control mode and want to use the mouse pointer to select HUD buttons, you can temporarily suspend mouse flight control by holding the Alt key down. Open the navigation console now. Короче, вот это было эпическо. Кого-то мы завалили. Бахнули. Он попытался удрать, но ему это что-то не удалось. Я хрен знает, что этот ублюдок там верещал. Ну чё? Эй, блин, светануло, я чуть не испугался. Ну чё там? Мы бахнули какого-то дебила, который попытался на землю напасть. Ну чё, всё? Хорош типа, да? Да подожди ты, вот куда ты летишь-то? Видите, тут есть основной крестик, и вот которым я двигаю. Вот наводим, чтобы они совпали, и бум-бум-бум. Это понятненько. Ну что же, подбили какого-то дебила, потренировались, пошлите дальше. Да, exit. Так, что же дальше? Тренинг. Кокпит был, базик, комбат. Ух ты, end weapons. Ё-моё, я даже не знаю, что это такое. Сейчас опять какую-нибудь туфту будут гнать. Ох, походу нам придется пострелять, да? Как он ниже на картинке нарисовано. Блин, что же он так долго грузится-то, а? Ну, игра такая, я бы скажу, ничего так. И мининг трактор? Beam is an important device to have at all time. Use it recover cargo from defeated. Чего-то там, короче, я не успел. Чего, Space? Чего, право-лево. Ну, можно мышкой право-лево делать, не обязательно именно стрелками. The display at the lower right of the cockpit shows details about the ship you are currently targeting. To target a ship, simply use the mouse pointer to click on it when it's in your visual range. You can toggle between ships in the area with the default T key, or use the default R key to target the closest ship. Alt-T will toggle between hostile ships in the area, while Alt-R will target the nearest hostile ship. Once you've targeted a ship, its shield level, speed, threat level, class, and orientation will be shown on the display.
If you've installed a cargo scanning device on your ship, you'll also see what's in the ship's cargo bay. The center of the HUD is your gun sight. The outer rim of the gun sight indicates the limit of where you can obtain a missile lock and have your primary weapons automatically aim at a target. Primary weapons use the multi-directional tracking system, or MDTS, to automatically lead a target based on speed, distance, and direction. The target must be in range and within the outer rim of the gun sight for the weapons to hit successfully. The farther away a target is, the more time it will have to evade the gunfire. If you want to aim manually, you can press the default L key to turn the MDTS system off. A missile lock is obtained by keeping a target ship inside the outer rim of the gun sight for a certain period of time. The range and time it takes to obtain a lock will depend on which secondary weapon is being used. Some secondary weapon types, such as fulcrum torpedoes, don't require a missile lock and just fly in a straight line. You can toggle between secondary weapons in flight by pressing the default semicolon and apostrophe keys. Practice firing at this drone target, marked as a red threat level, until it's destroyed. Ага, 700, давай, добиваем. Блин, ага, есть, давай. Сука, не уйдешь. Ну так, куда, тварь? The display at the top of the HUD includes the compass and console buttons. There are three main consoles that you will use to travel and conduct business. The first one is the navigation console, which can be opened by clicking on the first button at the left of the top display, or by pressing the default F1 key. If you are using the mouse flight control mode and want to use the mouse pointer to select HUD buttons, you can temporarily suspend mouse flight control by holding the Alt key down. Open the navigation console now. Все заткнулся, господи, как же он достал уже. Посмотрите, как кабина двигается, видите? Опа, полетели. Так, ну опять мы кого-то бахнули. Те, кто знает английский, я надеюсь, поняли, что там сказали. Угу. Так, ну что же, давайте дальше тогда продолжим. Exit. Так, что же у нас дальше? Тренинг. Так, Basic Combat Bell, Navigation and Jump. Вот что за прыжок? Не квантовый ли прыжок? Я не знаю. Что там? Alt F2. И чего? Utilize Jump Alt F2. Что за прыжок? О, точно, это, наверное, это самое. Квантовый прыжок. Ё-моё, надо попробовать. Alt F2. И как? Сиганем через временное пространство. Ух. Только искры полетят. Keep your pitch to 0 to stay. А что будет, если 0 нажму? Галактическая эклиптика какая-то. Ну, посмотрим. Нолик мы тоже нажмем. Значит, Alt F2 и 0. Это хорошо. Так, что нам тут еще пишет? Так, попробуем. The display at the top of the HUD includes the compass and console buttons. There are three main consoles that you will use to travel and conduct business. The first one is the navigation console, which can be opened by clicking on the first button at the left of the top display, or by pressing the default F1 key. If you are using the mouse flight control mode and want to use the mouse pointer to select HUD buttons, you can temporarily suspend mouse flight control by holding the Alt key down. Open the navigation console now. А, все, заткнулся, слава богу. Так. Ну что же. Что ж сначала попробуем. Давайте 0. О! Ты чё? Ну-ка. А это ускорение, да? Все, что ли? Ладно. Фу, ну чё? Где там туманность? Ух ты! Вот это скорость! А, опять звезда. Ух ты, смотрите, кометы летают. Видите, скорость какая-то, звук какой у нее. Ну что, никого там шлепать не нужно? Даже боюсь Alt F2 жать. Давайте. Бля, я не знаю. А как, вместе надо? Воу! Квантовый скачок, ни хрена себе! Оу! Это что такое? Это что? Что это? На себе, давайте в нее нырнем, может. Так, Alt F2. Чего?
Понятно, я пока не могу этого сделать. Ладно. Что там, тихо. Блин. Он с этой скоростью летает. Клево. Ой, это мы куда это прилетели? Мы ближе к этой... к Андромеде к этой прилетели. Ну, допустим, что это Андромеда, и это значит такое на самом деле. Какая-то галактика. Ни хрена, смотрите, где Земля. Ой, ее знает, где эта Земля. Вон там где-то. А это что за синяя туманность, зеленая туманность? Ну, прикольно. Так, есть здесь враги-то какие-нибудь, а? Слушайте, ну это классно. Тихо. А вот это что за херня? Или это Земля? Или не может Землей быть. Потому что наша... Вон там. О, смотрите, нихуя кометы летают. И вот это тоже туманность, которую мы наблюдали близко, а теперь она вообще хрен знает где. Так. Тихо. Вот это прикольно, да? Красиво. В космосе вообще все красиво. Мы ни хрена про космос не знаем. Кометы, шпинеты. Ну что же, мы узнали, что за ускорение, квантовый скачок. Пошлите дальше в тренинг. Так. Ой, так. Тренинг. Так, Navigation, Jump Drive, Inventory and Trade Consoles. Что это? Так, что там нажать-то нужно? Ангар какой-то, Jumping Close. Чего, какой-то ангар? Нам, короче, наверное, в какой-то ангар залететь нужно. Я хрен его знает как. Пилон. Так, что тут еще полезного-то напишут? На что жать-то? Чтобы в этот хангар залезть. Так. Space. In order to survive and succeed in the Evochron system, you'll need to find a way to make a living. You can perform a variety of services under contract or fly on your own terms to complete your own objectives. You can mine for valuable resources, transport needed commodities to high-paying locations, patrol for hostile ships, negotiate for quick trade deals with other pilots, explore for hidden benefits, or a variety of other activities. To manage your resources and items, you will use the inventory console, which is accessed with either the default F3 key or at the top of the HUD. Open the inventory console now. Короче, я решил применить квантовый прыжок. Видели, как кометы летели? Это просто охрененно. Так, ну что, попробуем на Space тогда понажимать? Или... Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть интересненького. Ух ты, ни хрена. Интересно, что вот это? Это Северный полюс? Растопим Северный полюс. Так. Ой, это что за херотень? Это что там за планетка? Такая масенькая. А что, сейчас могу, интересно? Alt F2? Ага, херушки. Что там? 0, да? 0 надо нажать. Тут обычное ускорение. А что там? Как? Стоять. Подожди-ка. 0. 0 это тоже, что ли? Какой-то там прыжок, что-то делает. Кометы летают. Тихо, там что-то бахнулось. Это. Уничтожь эту землю. Угу.
Так. Ну, вроде ничего такого. Только я не пойму, 0 это снижать скорость или наоборот тоже увеличивать? Вот здесь планета, там маленькая планета. Что из этого Земля? Или это ваша, как она там, Evochron? Ладно, пойдем чуть потренируемся дальше. Хер узнает, правильно я все сделал или нет. Так, Space Station Docking. О, здесь точно док какой-то космический. Ой. Так, right click on selectors to zoom the temp. Right click on icon. Lock jump на points. Непонятненько. Короче, правый клик на какую-то иконку. Может, на приборной панели нажмем иконку и типа в этот, как его там называть-то, залетим, да? Так, что тут еще можно интересного? Так, правая кнопка, да? Угу. Areas of Space. Space это космос, господи. Так, ну что же, у меня, к сожалению, игра вылетела. Я вот ввел нового пилота, угадайте кого. Так, ну что же, давайте начнем. Или продолжим. Так. Эшелон. Талон, флэр, что-то там. Надо сделать. Ой. Алло. Так, тренинг, да, что мы там еще? Space Station Docking, да. Вот здесь она у меня вылетела. Так, что-то правый клик какой-то на иконку. Keep your pitch at 0, stay the galactic eclipse. Или эклиптик, то есть. Давайте посмотрим. Я напоминаю, игра называется Evochron Legends, который в данную минуту лоудинг. Так, ну давай быстрее, падля. Давай. Как же долго-то, нереально. По 4%, а то и по 16%. Ага, 4, 5, Си. Надо их проверить. Ух ты! This is done by simply flying to the docking area near the top of the station. The docking area is protected by a blue atmosphere shield and provides flashing lights indicating the correct approach path you need to use to enter the station. Stations and some other objects in space have their own gravity protection fields to prevent ships from ramming into them. The gravity field will keep you at a distance from the station unless you approach at an approved docking angle. Your HUD will display a pathway that will help guide you to the docking area. The pathway will be red if your approach is outside of the required docking angle, and it will be green when you are approaching correctly. Once you reach the docking port, the station's tractor beam will engage and hold you in place, and the inventory console will open. Turn off the inventory console to disengage the tractor beam and depart. Practice docking with this station now. Так, как я понимаю, вот этот коридор... Ой, не, это назад. Я тройку нажал, и назад полетел. Нет, только единица. Замедление. Ну. Ого. Ну, давай, вдох, залетай, сука. Как долго-то, а? Вот, я на нолик нажал, и он летит. Медленно, сука, налетит. Не, давай. Твою мать. А то квантовый, если нажму сейчас, вообще куда-то улечу. Давай, дружочек, давай. Мы сейчас должны залететь над нашу базу, охрененную базу, не правда ли? Ой, нам тут уже сигналят, что вы можете залететь, товарищ. Опа, и мы уже практически у цели.
Интересно, а можно собственную базу взорвать? Ух ты, ёп! Docking tractor beam engaged. Close the inventory console to disengage the docking tractor beam. Что здесь написано? Я хуй его знает. Ну мы сделали, поставим перед нами задачу. Ага, закрыть, да? Caution. Entering gravity field. О, на землю? Да ладно. Тихо, 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 на землю. For this next stage, you'll be required to descend into a planet atmosphere and land at the city trading station. To land on a planet, slow to about 750 FPS before you enter the atmosphere, and watch for guide boxes to appear that will help you determine a safe descent path to the planet's city. If you haven't yet reached a close distance to the city, the descent guide boxes will remain red in color and will provide you with a high path to reach the city. Once in a close proximity, the guide boxes will change to green and will point directly to the docking station. Fly to the top of the docking station, and the station's tractor beam will secure your ship and open the inventory console automatically. Reduce your throttle to 0 to prevent wasting fuel. When you're ready to leave, press the default F3 key to close the inventory console and instruct the docking tractor beam to disengage. Add throttle to safely depart the docking station and climb as desired back into space. Practice landing at the city docking station on this planet now. Я сейчас вот так вот хожу, набираю от 1 и до 0. И вот так хожу и хожу. Вот так вот постепенно разгончики дает. Интересно, куда мы там на землю? Ну красиво здесь. О, смотрите, земля. Ты чё? Что вознамерился делать, придурок? Что так резко упал? Эй! Ты алло! Ты не сбивайся вот этого, как ее звать. А, суки, давайте. Нахер вы меня послали в космос, твари? Да подожди ты куда-то, придурок. Сука. Полетел, блин. Воу! Ты так резко-то не делай, ау. А он сам, по-моему, херачится. Давай, давай, давай. Охрененно. Давай, давай, давай. Мы посадим эту падлю. И уже чуть-чуть остается. Что это вообще за город? Это город. Почему в городе трава такая? Так кстати, как будто маленький городочек на траве стоит. Ну посмотрите вокруг. Оболька. Docking tractor beam engaged. Close the inventory console to disengage the docking tractor beam. Так, ну чё? Что там дальше-то? Ау. Ага, надо закрыть, да? Docking tractor beam disengaged. И To куда? help get you started, you'll be given some credits and basic Обратно, weapons. что ли? The first thing you may want to do is land on Sapphire А, on ну the понятно, station. это уже обратно. It's available, so you can build some wealth and purchase better weapons and upgrade your ship. It can be a challenge to achieve success when you're first starting out, so here's a few quick tips on making money early in the game. Давай. With a few low-cost Давай, upgrades, дружок. you can improve your ship's speed and compete in timed solo races, Sure. which pay very well with You very want? little risk. You can mine asteroids for quick credits, or search for hidden cargo containers that carry free items that can be sold at stations and planets. Cleaning solar arrays can also be profitable and don't require much time once you've practiced with the tractor beam. Searching for lost items under contract can pay well, but can result in longer missions until you've mastered an effective search flight pattern. Once you've earned enough to upgrade your ship's weapons, equipment, and systems further, you'll be ready for far more challenging objectives and higher pay. You'll now be returned to the main menu. Click Launch to continue. Good luck. Опа. Короче, мы весь трейдинг прошли, да? А, нет. Блокинг, короче, я не стал назад возвращаться, там, я думаю, одно и то же было бы. Давайте посмотрим, что такое Planet Descent and City Docking какой-то. Или мы это были только сейчас. Ну, если были мы тогда вот эту первую серию тренировки, тренинг, так назовем, игры Evochron Legends, тогда на этом мы закончим. А в следующий раз уже побываем в реальных космических боях.
Сейчас посмотрим, что это за серия, за локация. Если мы бы не были, тогда нафиг. Так, сколько там процентов-то осталось? 48. Да, реально игрушка очень долго грузится. Alt F2. Не помню, было или нет, вот это все. 0. Галактический какой-то эклептик. Caution. Entering gravity field. Ну да, чего, горы, For this велосипед. next stage, you'll be required to descend into a planet atmosphere and land at the city trading station. To land on a planet, slow to about 750 FPS before you enter the atmosphere, and watch for guide boxes to appear that will help you determine the safe descent path to the planet's city. If you haven't yet reached a close distance to the city, the descent guide boxes will remain red in color and will provide you with a high path to reach the city. Once in a close proximity, the guide boxes will change to green and will point directly to the docking station. Fly to the top of the docking station, and the station's tractor beam will secure your ship and open the inventory console automatically. Reduce your throttle to 0 to prevent wasting fuel. When you're ready to leave, press the default F3 key to close the inventory console and instruct the docking tractor beam to disengage. Add throttle to safely depart the docking station and climb as desired back into space. Practice landing at the city docking station on this planet now. Как заткнуть этого ублюдка? А что будет, если мы сядем не туда, куда нам показывают, а куда-нибудь, опа, в землю и в горы, хуй его знает куда. Да, нам сказали, что это находится в горах. Что там? Не, давайте расшибемся в лепешку. Ну это, видать, локация сделана на фоне травы. И здесь получается так очень неестественно. Трава выше города того. Ну что? Все помолились. И давай, шлепнись. Заебись. Мы в травке. Ну-ка. Крапива, что ли, какая-то. Что сделали, суки, с планетой? Непонятно. Ну что же, как понятно, это уже все было. Так что в тренинг мы, можно сказать, прошли. Вот это что за поебень? Жалко, своих здесь нельзя взрывать. Хотя бы в тренировочке было бы покруче. Но все же. Игра у нас называется Evochron Legends. Какой-то космический авиасимулятор такой. С вами... Давайте здесь пока попрощаемся. С вами был GBC. Всем спасибо и всем пока.